Здравствуйте! Сегодня мы продолжаем исследовательский цикл, посвященный Древней Даре, и поговорим о загадках карьеров, окружающих этот удивительный город. Начнем, пожалуй, с самого известного туристического объекта – некрополя. Согласно общепринятой версии, римляне устроили здесь кладбище на месте старого каменоломного карьера, происхождение которого остается неизвестным. Почему я не придерживаюсь именно такой точки зрения? Потому что, как я уже рассказывал ранее, римляне появились здесь лишь в VI веке нашей эры, когда император Анастасий основал крепость Анастасиополь на месте уже существующего персидского города Дара. А это, на мой взгляд, далеко не начало истории этого места. Имеется немало оснований полагать, что поселение существовало здесь задолго до прихода даже персов. Одним из таких свидетельств является гигантское античное подземелье под развалинами собора. Ее архитектура совершенно не соответствует характерной византийской строительной традиции с широким использованием раствора и сравнительно грубой кладки. Это сооружение выполнено совсем на другом, недоступном для византийцев уровне. То есть город был и процветал задолго и до персов, и до римлян. И его нужно было строить. Именно поэтому ближайший к городу карьер я считаю самым древним из всех известных карьеров Дары. Вероятнее всего, именно отсюда добывался первый строительный камень для самых ранних сооружений. И это было практично и удобно. И там же зажиточная часть коренного населения сделала себе скальный некрополь. Историки же пишут на своих стендах и утверждают, что все это сделали римляне, так как там нашли римские надписи и монетки. Как я уже неоднократно говорил в цикле о скальных захоронениях, наличие надписей, оформление входа, внутренняя отделка или находки внутри погребальных камер сами по себе вовсе не позволяют уверенно датировать время сооружения гробниц. Камень практически вечен. Такие гробницы могли использоваться на протяжении многих столетий. Останки предыдущих погребенных убирали, складывали в ассуарии, иногда просто выбрасывали во время войн или смены населения, после чего в те же самые камеры помещали новых умерших. Каждая эпоха изменяла оформление входов и интерьеров в соответствии со своими религиозными и культурными традициями. Поэтому определить возраст большинства этих гробниц сегодня практически невозможно. Можно лишь уверенно утверждать, что они были вырублены уже после разработки этого карьера. И есть еще один важный момент. Персы этими гробницами, скорее всего, вообще не пользовались. К моменту завоевания этой территории они уже давно исповедовали зороастризм, а их погребальные обряды принципиально отличались от подобных захоронений и выглядят весьма необычно с точки зрения современного человека. Помимо традиционных скальных гробниц неизвестной датировки, здесь встречаются и совершенно классические римские погребения хамасории, высеченные в арочных нишах, которые археологи называют аркосолиями. С их датировкой я абсолютно согласен, и что интересно, они принципиально отличаются от доброй половины других, более древних. Когда-то весь этот некрополь оказался погребен под мощным слоем наносов, местами достигавшим 10 метров толщины. Лишь сравнительно недавно археологи расчистили его. По-моему, начали работы где-то в 1951 году. Граница этого слоя до сих пор прекрасно читается на стенах карьера. И что особенно интересно, происхождение этого наноса явно не связано ни с каким глобальным природным катаклизмом. Он имеет искусственный характер. О том, каким образом здесь появился этот огромный объем грунта, мы поговорим с вами в следующем фильме. Но есть еще одно обстоятельство, которое, на мой взгляд, говорит в пользу гораздо более древней истории Дары. Практически никто не обращает внимания на существование еще одного некрополя, который прекрасно различим даже на современных спутниковых снимках. Благодаря спутниковой съемке сегодня можно увидеть весьма любопытную картину. Если внимательно посмотреть на северную часть города, отчетливо заметны два больших участка, отличающихся по цвету окружающего грунта и ограниченных невысокими каменными стенами. Перед нами еще один некрополь, точнее древнее кладбище. И как мне представляется, оно значительно древнее римского. Почему я так считаю? Да потому что рядом находится плотина, строительство которой относится ко времени императора Юстиниана. И она абсолютно точно датирована самими историками, почему-то умолчавшими о наличии рядом двух древних кладбищ. Видимо, потому что они не вписывались в их стройную византийскую теорию, которая прекрасно задокументирована в письменных источниках того времени. Тогда же были сооружены небольшие каменные дамбы вокруг кладбищ. На вот этом археологическом плане гидротехническое сооружение обозначено под номером 17. Это означает, что римляне прекрасно знали о существовании этого древнего кладбища. И к моменту строительства крепости оно еще хорошо просматривалось на местности, а может и функционировало.
Именно поэтому его отделили защитными дамбами, а чистую воду направили мимо территории захоронений, прямо к главной городской цистерне. Теперь внимательно посмотрите, сколько здесь могил. Это означает, что до римлян в Даре жило много людей, которые не были ни персами, ни греками. Эти оба народа имели в то время принципиально другие методы захоронения. А перед нами обычная на сегодняшний день ингумация – погребение тела непосредственно в земле. Но в те времена в этом регионе ее практиковал лишь один народ, которому в официальной туристической, скажем так, истории не нашлось места. Есть еще одна странная деталь, которая с самого начала экспедиции не давала мне покоя. Согласно общепринятой версии, Дара активно застраивалась уже в V-VI веках нашей эры, в эпоху, когда христианство не просто утвердилось в Восточной Римской империи, а стало государственной религией. Казалось бы, именно здесь, на городском некрополе, христианская символика должна встречаться буквально на каждом шагу. Но происходит нечто странное. На гробницах нет ни одного креста. Вообще. Во всей Даре крестов удивительно мало, буквально единицы. И это резко отличается от многих соседних регионов, где подобная символика встречается повсеместно. Иногда можно услышать объяснение, что кресты были уничтожены позднее арабами или османами. Но подобная версия не выдерживает критики. Когда крест намеренно сбивают, на камне всегда остаются характерные следы. Их невозможно скрыть. Здесь же мы видим совсем другую картину. Крестов попросту не было никогда. Кроме того, мусульмане появились здесь уже тогда, когда этот карьер, судя по всему, был почти полностью занесен грунтом. Следовательно, уничтожать изображения на большинстве гробниц они просто физически не могли. Однако главная загадка этого некрополя находится впереди. Это большая катакомба, которая резко отличается от привычных римских скальных захоронений. Именно здесь я позволю себе с помощью фактов и логических выводов подвести вас к одному весьма необычному выводу. Смотрите, перед нами единственное место во всем еще не полностью раскопанном некрополе, где сохранились рельефные изображения над входом. По мнению историков, сами сюжеты этих рельефов были выбраны не случайно и символически связаны с назначением гробниц. Вывод просто гениальный, конечно. На докторскую тянет однозначно. Но вот с теми тысячами скелетов внутри на сегодняшний день у историков большие проблемы. Что-то там археологи такое на дне копнули, что в 2011 году раскопки были приказным порядком неожиданно прекращены. Предлог – защита исторического достояния. От историков и археологов, что ли? Более того, до сих пор запрещено даже генетическое исследование данных остатков, что вообще странно, так как они ничего определенного населения Дары дать не могут. Ведь она всегда была расположена в пограничном регионе с издревле очень пестрым и смешанным населением. Если только в этой катакомбе по какой-то причине не лежат кости представителей исключительно одного народа. И раз официальные данные отсутствуют, давайте попробуем разобраться по косвенным признакам, действительно ли это так. И начнем с рельефов над входом. На левом рельефе изображен хорошо известный библейский сюжет – видение пророка Иезекииля. Более того, это, пожалуй, одна из самых точных иллюстраций 37 главы книги пророка. В центре композиции стоит человек. Перед ним лежит множество человеческих костей. Над ним изображены 4 ангела, трубящие с 4 сторон света, а из облаков протягивается рука Господа. Каждая деталь этой сцены полностью соответствует библейскому повествованию. Сам пророк пишет: «Была на мне рука Господа, и Господь вывел меня духом и поставил меня среди поля, и оно было полно костей». Затем Бог обращается к нему: «Сын человеческий, а живут ли кости сии?» Иезекииль отвечает: «Господи Боже, Ты знаешь это». После чего Господь повелевает ему пророчествовать, и тогда происходит невероятное. Кости начинают двигаться, каждая соединяется со своей, на них появляются жилы, плоть, кожа, но жизни в них еще нет. Тогда Господь говорит: «Изреки пророчество духу, от 4 ветров приди дух и дохни на этих убитых, и они оживут». И дух входит в них. Они поднимаются на ноги, превращаясь в великое множество людей. На первый взгляд, современному человеку эта сцена может напомнить настоящий зомби-апокалипсис. Но смысл пророчества совершенно иной. Это один из важнейших текстов Танаха, основного священного писания иудаизма. Сам Господь объясняет значение увиденного. «Кости сии, весь дом Израилев,
Следовательно, речь вовсе не о буквальном воскресении умерших. Поле, покрытое костями, символизирует народ Израиля после разрушения государства и изгнания. Собирающиеся кости означают восстановление народа, возвращающийся дух – возвращение жизни. А обещание вывести людей из гробов – это обещание вернуть Израиль на свою землю. Для иудейской традиции этот образ стал символом надежды, сохранения национальной идентичности и верности завету. Теперь обратимся к правой части рельефа. Здесь официальные исследователи практически единодушны. Изображены 3 отрока, брошенные в огненную печь, а рядом неопалимая купина, через которую Бог говорил с Моисеем. Фигуры, конечно, сохранились плохо. От 3 юношей фактически осталось лишь 1,5 фигуры, однако сюжет узнается без труда. История эта хорошо известна по книге пророка Даниила. Царь Вавилона Навуходоносор приказал изготовить огромную золотую статую и повелел всему населению государства поклоняться ей. Чудил. По сигналу музыкальных инструментов каждый был обязан пасть ниц перед идолом. Нарушителей ожидала немедленная казнь в раскаленной печи. Большинство, конечно же, подчинилось. Но 3 молодых иудеев, причем высокопоставленных иудеев, Сидрах, Месах и Авденага, отказались поклоняться статуе. Об этом немедленно донесли царю. Навуходоносор вызвал к себе юношей и предложил последний шанс сохранить жизнь. Ответ оказался неожиданным. Юноши заявили, что их Бог способен спасти их даже из огня. Но даже если этого не произойдет, они все равно не станут поклоняться языческому идолу. Царь пришел в ярость. Он приказал раскалить печь еще сильнее обычного и бросить туда непокорных. Однако произошло то, чего никто не ожидал. Огонь не причинил им никакого вреда. Более того, Навуходоносор увидел внутри печи не 3, а 4 человек, разгуливающих внутри печи и поющих псалмы. 4-й был подобен ангелу Божию, по его словам. Когда юноши вышли наружу, оказалось, что даже их одежда не пропахла дымом, а волосы не были опалены. Потрясенный увиденным, Навуходоносор признал силу Бога Израиля и издал указ под страхом смерти, запрещающий хулить его имя. Для иудейской традиции эта история имеет совершенно определенный смысл. Она говорит о верности Богу даже перед лицом смерти и о том, что Господь хранит сынов Израилевых среди языческого мира и самых тяжелых испытаний. Теперь остается 3-й сюжет. Это неопалимая купина, горящий куст, через который, согласно книге Исход, Бог впервые обратился к Моисею. Именно из него Моисей получил повеление вывести народ Израиля из египетского рабства. Этот момент считается началом одной из важнейших историй Торы и впоследствии Ветхого Завета. Бог открывает Моисею свою волю и обещает избавление избранного народа. Далее следует знаменитый исход, 40 лет странствий по пустыне, возвращение в землю обетованную, а затем новая трагическая страница истории. Израиль вновь теряет независимость. Сначала ассирийцы уводят в плен население Северного царства. Позднее вавилоняне разрушают Иерусалим и депортируют значительную часть населения Иудеи. Так вот, давайте теперь посмотрим на эти рельефы как на единое целое. Неопалимая купина. Бог избирает Израиль и обещает ему избавление. 3 отрока в печи. Бог сохраняет верных Израилю среди языческого мира и спасает их от гибели. Видение пророка Иезекииля. Бог обещает возродить Израиль после изгнания, собрать рассеянный народ и вернуть его на родную землю. Как видите, все 3 сюжета объединяет одна идея. Они не посвящены смерти, они не посвящены загробному миру, они не рассказывают о римских легионерах, и уж тем более они никак не связаны с массовым воинским захоронением. Все 3 композиции говорят исключительно об истории Израиля, об избрании, о сохранении народа, о возвращении после изгнания, о возвращении наций. Именно это определяет их в единую богословскую программу. И еще один важный факт. Сюжеты хронологически расположены справа налево, так же, как и читаются древнееврейские тексты Танаха. Здесь уже становится необходимым задать вопрос. Очень простой вопрос. Каким образом вся эта исключительно иудейская символика оказалась над входом в огромную катакомбу, которую большинство исследователей считает братской могилой более чем 2000 римских солдат, погибших во время осады Дары? Лично я не вижу здесь никакой очевидной связи. Если кто-то способен убедительно объяснить подобный выброс сюжетов, я с огромным интересом выслушаю такую аргументацию. Но пока мне кажется, что существующая трактовка вызывает больше вопросов, чем дает ответов.
За годы своих путешествий мне довелось исследовать сотни древних гробниц. Я видел египетские захоронения, исследовал гробницы Киликии, Памфилии, Ликии, Писидии, видел забитые чумными костями подземелья Парижа, осматривал римские, византийские и раннехристианские погребальные комплексы. Казалось бы, удивить меня уже невозможно. Но когда я впервые вошел в эту катакомбу, я испытал настоящее потрясение. Увиденное совершенно не укладывалось в привычное представление о подобных захоронениях, тем более, как заявляют историки позднеримских. Уж их-то я видел на своем веку достаточно. И самое интересное, что это признают даже сами исследователи. Практически все они называют эту гробницу уникальной и не похожей ни на одну другую. Однако дальше этого признания дело почему-то не идет. Я внимательно изучил практически все опубликованные работы, вот лишь часть из них. Но вместо анализа авторы лишь переписывают друг у друга одни и те же описания, не пытаясь ответить на главный вопрос: кто, когда и для чего создал этот необычный комплекс. В конце каждой статьи неизменно появляется одна и та же фраза: необходимы дальнейшие исследования. При этом в описании остальных сооружений Дары никакой неопределенности почему-то нет. Крепостные стены, башни, мосты – все подробно датировано, причем зачастую исключительно по сообщениям Прокопия Кисарийского и Захарии Метеленского. Я специально перечитал Прокопия целиком и пришел к выводу, что доверять ему можно лишь там, где он описывает расположение объектов. Во всем, что касается строительства, он откровенно приписывает заслуги предшественников своему времени и своему покровителю Юстиниану. Поэтому использовать его как единственное основание для датировки крайне рискованно. Но самое странное заключается даже не в этом. Практически никто из исследователей подробно не рассматривает два самых загадочных сооружения Дары – гигантское античное подземелье Зиндан и эту катакомбу. Складывается впечатление, что здесь действует тот же неклассный принцип, о котором я уже говорил в своих предыдущих фильмах. Все, что может оказаться древнее римского периода, предпочитают просто обходить стороной. Ниже Рима не копать. Именно поэтому мне пришлось начинать исследование практически с нуля. Не с готовых датировок, а с самого сооружения, с его архитектуры, планировки и внутренней логики. И чем внимательнее я его изучал, тем больше возникало вопросов. Перед нами трехъярусный комплекс, совершенно не похожий на обычные семейные усыпальницы. Да, в античном мире встречались большие родовые усыпальницы. Иногда под ними устраивали гипосории, специальные камеры для хранения костей после разложения тел. Но здесь все устроено совершенно иначе. Если предположить, что средний уровень действительно использовался для первоначального погребения, а нижний для хранения костей, тогда остается главный вопрос: зачем понадобился третий этаж, расположенный в виде балкона, по кругу? Историки обычно ограничиваются короткой фразой: использовался для ритуалов. Каких именно ритуалов? Ни в римской, ни в ранней христианской традиции неизвестно обрядов, которые проводились бы над погребениями на отдельном верхнем уровне. Такое объяснение ничего не объясняет. И тем не менее народ, совершающий семикратный обход вокруг могилы во время погребения, есть. Не похоже это катакомбы и на классические римские подземные кладбища. В Риме катакомбы представляют собой длинные коридоры с боковыми нишами-локулами, где поколение за поколением хоронили членов одной семьи или общины. Здесь же мы видим совершенно иную организацию пространства и, самое главное, количество человеческих останков. Объем найденных костей соответствует примерно 3000 человек. Очевидно, что речь не может идти об одной семье или даже одном клане. Значит, здесь произошло что-то совсем иное. И тогда возникает главный вопрос: что могло заставить огромное количество людей собрать останки своих предков, вынести их из прежних гробниц и в спешке перенести сюда? Судя по тому, как хаотично перемешаны кости, времени на аккуратное перезахоронение не было. Причиной могла стать либо внезапная катастрофа, либо угроза насилия. Но катастрофа не оставляет времени на строительство такого грандиозного подземного комплекса. А вот война, сопровождавшаяся насильственным переселением и принудительным освобождением старых гробниц, вполне способна объяснить увиденную нами картину. И если это действительно так, то возникает следующий вопрос: кто мог отдать приказ очистить древние скальные захоронения? Очевидно, сделать это могла только новая власть, установившая здесь свои порядки. Именно здесь, на мой взгляд, начинается самое интересное исследование. Потому что ответ на вопрос, кто мог отдать приказ очистить древние скальные захоронения, неизбежно приводит нас к следующему вопросу. Если это были не персы, то какой народ жил здесь до прихода римлян?
Какой народ хоронил своих зажиточных представителей в скальных гробницах, похожих на римские, а бедных в земле? Какой народ веками жил вдали от своей исторической родины, но никогда не терял надежды однажды вернуться? И кто мог оставить над этой гробницей символы, истинный смысл которых понятен только своим потомкам? На основании всех этих наблюдений я пришел к собственной гипотезе. Разумеется, она не является общепринятой и представляет собой результат моих личных исследований памятников этого региона, анализа архитектуры катакомбы, исторических источников и самой символики. По моему мнению, народом, останки которого были собраны в этой катакомбе, могли быть иудеи. Почему именно они? Чтобы ответить на этот вопрос, придется ненадолго вернуться еще почти на 1000 лет назад. В 722 году до нашей эры ассирийская держава уничтожила Северное Израильское царство. После падения Самарии значительная часть населения была насильственно переселена в различные области огромной Ассирийской империи. Покоренные народы специально расселялись вдали от своей родины, чтобы лишить их возможности вновь объединиться и поднять восстание. Спустя чуть больше века подобная трагедия постигла Иудейское царство. В 586 году до нашей эры войска Навуходоносора II разрушили Иерусалим, уничтожили первый храм и увели в Вавилон значительную часть населения. Так началось знаменитое Вавилонское пленение. При этом важно понимать одну особенность. Большинство депортированных не были рабами в привычном понимании этого слова. Многие занимались торговлей, ремеслами, земледелием, приобретали имущество и постепенно устраивали свою жизнь. Но даже благополучная жизнь не могла заменить им родину. Причина заключалась не только в национальной памяти. Согласно завету, данного Богом Моисею, земля Израиля была обещана потомкам Авраама, Исаака и Иакова. Поэтому жизнь вдали от Иерусалима воспринималась не как новая родина, а как временное изгнание. Надежда на возвращение сохранялась столетиями и передавалась из поколения в поколение. Она стала частью национального сознания еврейского народа. Именно поэтому многочисленные еврейские общины продолжали существовать по всей Месопотамии, сохраняя свою религию, культуру и память о земле обетованной. И здесь мы подходим к одному очень интересному обстоятельству, о котором сегодня знают немногие. Совсем рядом с Дарой находится Нисибис, Нусайбин, один из крупнейших городов в Верхней Месопотамии. Однако мало кто знает, что на протяжении многих столетий он был также одним из крупнейших центров еврейской жизни на Востоке. Здесь существовала многочисленная и влиятельная еврейская община, известная по античным и более поздним источникам. Именно здесь в III веке располагалась одна из наиболее известных раввинских школ Востока, а также общественная казна иудеев Вавилона, своего рода еврейский общак. Фактически речь идет о непосредственном соседстве с тем местом, которое мы сейчас исследуем. Между ними всего 30 километров, полдня пути. Есть еще один малоизвестный факт. Буквально в 3 днях караванного пути на юго-восток находилось парфянское государство Адиабена со столицей в Эрбиле, которое в 1 веке нашей эры официально приняло иудаизм в качестве государственной религии. И оно на протяжении почти 200 лет финансово и политически очень сильно помогало возрождавшемуся после возвращения элиты из Вавилона еврейскому государству. Этот факт мало кто помнит в современном Израиле, но он показывает, что иудаизм вовсе не был для данного региона чем-то чуждым и экзотическим. На протяжении многих столетий он являлся частью истории этих земель. Есть еще одна интересная параллель. Если обратиться к знаменитой синагоге Дура Европас в центральной Месопотамии, датируемой III веком нашей эры, мы увидим уникальные фрески с многочисленными сюжетами из еврейской Библии. Многие композиции удивительно напоминают сцены, которые мы видим в рельефах катакомбы. Конечно, совпадение отдельных сюжетов еще не является доказательством, но оно показывает, что подобная символика действительно существовала именно в еврейской культурной среде Месопотамии задолго до появления аналогичных сюжетов в более позднем христианском искусстве. Причем в христианском искусстве сюжет с Иезекиилем не особо популярен, так как после многочисленных переделок и переработок он потерял свою суть возрождения порабощенного народа. И если теперь собрать все эти исторические факты вместе, перед нами возникает уже совсем другая картина. Мы видим не случайный набор совпадений, а целую историческую среду, в которой
подобная катакомба вполне могла появиться. Если моя гипотеза верна, то становится понятным и возможный механизм появления этой катакомбы. В конце V века, после прихода сюда римской администрации и начала строительства большого гарнизона, новые власти вполне могли потребовать освободить древние скальные гробницы для захоронения римских поселенцев и военных. К этому времени положение иудейских общин в христианской империи уже значительно изменилось. Они давно не пользовались прежним покровительством государства, и вряд ли кто-то из чиновников испытывал особое сочувствие к судьбе их древних кладбищ. Особую роль в этом сыграли труды ярого антисемита Иоанна Златоуста. Если именно иудейские общины владели этими древними погребениями, вполне естественно предположить, что приказ освободить гробницы встретил сопротивление. Для любого народа захоронение предков – это святыня. А для иудеев, живших вдали от земли обетованной, древние могилы предков имели особое значение. Можно представить, как развивались дальнейшие события. Сначала, естественно, последовал отказ. Тогда римские власти могли просто приказать очистить гробницы силой. Останки были выброшены наружу, а сами скальные усыпальницы переданы новым владельцам, римским военным и переселенцам. Однако на этом история, по-видимому, не закончилась. Вероятнее всего, позднее был достигнут своеобразный компромисс. Иудейской общине разрешили собрать останки своих предков и перенести их в одно место, в самый дальний угол древнего некрополя. Именно тогда, возможно, и появилась эта необычная трехъярусная катакомба, не похожая ни на одно другое известное их захоронение региона. И еще очень важная деталь, которую упустили историки. Римляне обязательно похоронили бы героически павших солдат в самом начале кладбища, в так называемом Гераоне. Это давняя греко-римская традиция, которой они неизменно следовали на протяжении многих веков. А то, что павшие в бою солдаты в глазах римлян были героями, это не подлежит сомнению. Конечно, это лишь реконструкция возможных событий. Но именно такая последовательность, на мой взгляд, лучше всего объясняет сразу несколько особенностей этого памятника. Огромное количество человеческих останков, их хаотичное перемешивание, отсутствие отдельных семейных захоронений и сам факт появления столь необычного коллективного некрополя. Если именно так развивались события, становится понятным и выбор главного изображения над входом. Для людей, которым пришлось собрать останки своих предков после разрушения древних гробниц и перенести их в новое место, трудно представить более сильный и более символичный образ. Есть еще одна деталь, которая привлекла мое внимание. Если внимательно посмотреть на оформление входа в катакомбы древнего еврейского некрополя Бейт-Шеарим, можно заметить весьма заметное сходство с входом в исследуемую нами катакомбу. Напротив, римские же катакомбы имеют всегда над входом треугольный аттичный фронтон. Конечно, одно только архитектурное сходство ничего не доказывает, но в совокупности с другими наблюдениями оно становится еще одной важной деталью общей картины. Именно поэтому я считаю, что эту гипотезу нельзя просто отмахнуть как невероятную. Напротив, она объединяет целый ряд фактов, которые до сих пор рассматривались отдельно друг от друга. И если теперь собрать все эти наблюдения вместе, возникает весьма любопытная картина. Перед нами необычная трехъярусная катакомба, не имеющая известных аналогов среди позднеримских коллективных захоронений. Мы видим символику, которая допускает сопоставление с иудейской традицией. Неподалеку имеются два кладбища до римской эпохи с ингумационными захоронениями, не свойственными ни римской, ни персидской культуре. Мы знаем о существовании крупнейшего центра еврейской жизни в непосредственной близости с Дарой, в Нисибисе. Мы знаем многовековую историю ассирийских и вавилонских депортаций, благодаря которым многочисленные еврейские общины появились именно в этих землях. Мы знаем, что даже спустя столетия изгнанники продолжали хранить память о своей родине и надежду на возвращение. Мы видим художественные параллели с росписями синагоги в Дуро-Европосе. Мы замечаем исключительное сходство оформления входа с древним еврейским некрополем Бейт-Шеарим. И, наконец, над входом нас встречает пророчество Иезекииля, пророчество, главным смыслом которого является не просто воскресение мертвых, а возвращение народа Израиля из изгнания и его духовное возрождение. Каждый из этих факторов сам по себе еще ничего не доказывает, но все они удивительно хорошо складываются в единую картину. На сегодняшний день не существует убедительных доказательств, которые однозначно исключали бы такую возможность. Более того, официальная версия до сих пор не дает исчерпывающего ответа на целый ряд вопросов. Почему эта катакомба имеет столь необычную архитектуру?
Почему под полом здесь, слоем почти 1,5 метра, лежат останки около 3000 человек? Почему над входом использованы именно эти сюжеты? Почему этот памятник настолько отличается от остальных известных погребальных комплексов своего времени? Эти вопросы по-прежнему остаются открытыми, и я вовсе не предлагаю считать мою гипотезу окончательно истиной. Я лишь предлагаю взглянуть на известные факты под другим углом, альтернативным. Иногда именно такой взгляд позволяет увидеть то, что десятилетиями оставалось незамеченным. Возможно, я ошибаюсь, но если хотя бы часть моих выводов окажется верной, тогда перед нами находится не просто необычная катакомба позднеримского времени, а один из самых удивительных памятников еврейской истории за пределами земли Израиля. А окончательный вывод, как всегда, я предлагаю сделать вам самим. Пока-пока.